Всем привет! Вот и осень настала. Ну, не календарная, а самое что ни есть настоящая. С желтыми листьями и холодом. Еще несколько дней назад в майке по улице ходил, температура была больше 20 градусов. А сегодня уже резко похолодало и не больше 8, а ночью и вообще до +3 температура опустилась. Я и не подготовился еще к таким климатическим изменениям. На улице холодрыга, что и выходить не хочется, вам пришлось куртку теплую одевать. По отличию от деревенской жизни от городской, то, что в доме тепло и не нужно ждать еще 15 дней, пока отопление включат. Вчера уже щиток протопил, хотя окна не заклеил и подвоенные еще и не поставил. Утеплять дом чуть попозже будут, пока еще не критично. К тому же он на возвышенности находится, пока из низин холодный воздух поднимется, по идее еще много времени пройдет. А вот на огороде нужно срочно дела заканчивать, пока заморозки не начались. Здесь градок, можно сказать, еще вообще ничего не убирал, только картошку. Ну и на днях, как увидел изменения в прогнозе погоды, свеклу начал выбирать, а все остальное еще росло. Вон тыквы еще и цвели до сих пор, пока ночью холодный воздух из болота не вылез и лист не прихватил. Но зато сейчас хорошо стал заметен урожай, можно спешить собирать его, пока не испортился. Минус наступления холодов только что фацилия как раз зацвела. А такой погодой пчелы и носа с уля не высовывают, и не получится их к ней приучить. А то они, умея ее этим летом и не замечали, а садил ее поздно с расчетом, что как раз в такой порой других цветов практически не будет, и они полетят на нее, распробуют и полюбят. И на следующий год можно будет побольше площади засадить и меда собрать. А то, умея они какие-то гурманы, фацелию игнорировали, не летали на нее, да и на гречиху тоже. А плюс ранних холодов, что они и гречку мою прихватили, а то она стояла еще зеленая и обильно цвела, а так начала подсыхать, можно уже убирать. Я ее и сеял поздно с таким расчетом, чтобы не прибегать к химической диссекации. А обычно в хозяйствах гречиху сеют ранней весной, чтобы побыстрее ее убрать и на этом месте посеять озимые зерновые, так как она является хорошим предшественником. Ну а чтобы это смочь сделать, за неделю до уборки ее обрабатывают глифосатами. Ну а мне такая технология совсем не подходит, так как, во-первых, потравлю своих пчел, ну а во-вторых, закон сохранения материи никто еще не отменял, и все вот эти химические элементы остаются в ней. Ну а я сделал таким методом. Ранней весной на этом поле посеял горчицу, а когда пришло время садить гречку, я ее заделал с помощью фрезой в земле на удобрение и посеялся. Ну, может быть, поэтому она и цвела так обильно и выросла такой хорошей. Да вот только я не уверен, что и урожай получится получить хороший, так как уже и говорил, мои пчелы ее проигнорировали и совсем не опыляли. Ну, вроде бы как с этой задачей справились другие насекомые. Да и поначалу вообще думал, что семена попались гибридные, и пустоцвет один был, так как вроде бы завязи и завязывались, а зерно не наливалось. Но, скорее всего, это было и из-за засухи.
Сильная жара, плюс у меня здесь пески, и вся дождевая вода быстро просачивала, скорее всего, не хватало воды, так как в сентябре все-таки зернышки начали уже появляться. Ну а в последнее время, когда жара спала и задождила, так и вообще много зернышек начало наливаться. Ну, только что они еще зеленые и не до конца полные. А ждать уже некогда, нужно убирать, а то мало ли, погода окончательно испортится, похолодает, задождит, и тогда вообще не уберешь. Ну, а я уже начал, и без какой-либо химии, как это делали раньше, в два этапа. Сначала ее скашивали в валки, ну а потом дня через 4-6, в зависимости от погоды, как гречиха подсыхала, ее обмолачивали. В больших хозяйствах, если это делали механизированно с помощью комбайнов, ну, либо вручную. А я технологии немного изменил под себя, да и текущие реалии. Так как после сильного урагана гречиха у меня сложила сильно, то косить неудобно и не стал делать это с помощью косой. Да и триммером тоже, как зерновыми, рисковать не стал, так как большая вероятность, что все зерно осыпется, а его и так не так уже и много. Поэтому осваиваю серп. Ну и в волки тоже класть не стал, чтобы подсушивать, а сразу в снопы вяжу. Во-первых, так удобнее будет и обмолачивать, да и погода сейчас сырая, дождливая, чтобы быстрее обсыхали. Ну вот и все, часть работы сделана. Оказалось, что серпом совсем и несложно работать, ну только что нудно, так как прогресс очень медленно продвигается. А еще и с непривычки рука побаливает немного, так как у меня гречиха была положена и приходилось ее постоянно поднимать, чтобы серп отсовывать. Ну и еще рекомендация, если кто будет пробовать, работайте в перчатках, так как несколько раз все же ударился по руке. Ну, только что хорошо, что он не такой острый, как коса, и только перчатки повредил. А так относительно быстро получается. Этот участок где-то за часов 10-12 сжал. Ну, не за один подход, конечно, а за несколько, где-то в среднем по 2,5 часа. Ну, на большее и погода не позволяла. Дожди постоянно шли, да и сейчас намного раньше темнеет. Хотя, может, и хорошо, что сырая погода попалась. Читал, что рекомендуется именно в такую жать. Тогда зернышки покрепче держатся и не так осыпаются, меньше потери. Ну а если попадает жатва на период засухи, то рекомендую делать это ранним утром, пока еще роса не спала. Ну хотя с другой стороны, в такую погоду было бы тогда проще косой. Скосил волки, днем подсушил, через несколько дней собрал и завез, обмолотил, как я это делал с зерновыми. Быстрее бы получилось, хотя в снопы жат дольше, но зато будет проще загружать и возить. Да и обмолачивать скорее всего, так как заметил, что в молотарне лучше подавать зерном вперед и слегка за стебли придерживать, тогда оно полностью вымолачивает. А если подаешь стеблем вперед, то оно как-то через барабан быстро прогоняет и не все зерно вымолачивает.
Ну, это было, по крайней мере, так с овцом. А как оно получится с зырчихой, еще посмотрим. Походу приехал, а еще не все успел собрать. А еще дождь этот совсем не вовремя начался. Утром было хорошо, обвеяло все. Думал, бахчевые успею собрать, как раз подсохли. А тут на тебе, на полработе застиг. А забуксовал, получается, совсем и не из-за дождя. Здесь он снизу, земля совсем сухая. А причиной повлияло несколько факторов. Ну, во-первых, здесь было все замульчировано, и под ней земля такая рыхлая получилась. Во-вторых, уклон такой довольно приличный. Да и телега моя совсем технологически неудобная. Получается, идет отдельно, прицепное и совсем не давит на мотоблок. Он хоть и тяжелый, но сцепление получается не такое большое. Да и нагрузил, получается, целую телегу. Не ожидал, что так много урожая будет. А теперь придется разгружать, чтобы выбраться из западни. На прошлой неделе уже была похожая ситуация. Поехал на то поле камни в мешках забирать. И тоже под горочку забуксовал. Но думаю, развернусь, поеду по кругу по более пологому подъему. Съехал с дороги, а там какая-то колея разорвана получилась. В итоге полностью засел. Пришлось разгружать телегу, отцеплять и мотоблоком заезжать с другой стороны, чтобы вытащить. Ну и потом уже за два пути забрал. Ну а здесь тоже думаю, что все не буду разгружать, а попробую только часть спереду, чтобы центр тяжести сместить. Все равно за один рейс бы все не забрал, а так, глядишь, может быть, меньше разгружаться придется. Только еще больше закопался. Придется все же отцепляться. Иначе по-другому, не знаю, не выйдешь. Попробую заехать поближе туда, к пацели. Там еще не раскопал. Может быть, удастся выехать. Либо наоборот сюда больше взять. Но попробую, подергаюсь. Иначе придется тоже делать с камнями. Разгружать полностью, вытаскивать телегу.
а уже потом загружаться. А еще эти дождь вымок насквозь. Тыквы тоже повымыкали, придется досушивать. Но ничего страшного. Все равно гречку молотить сейчас не собирался, потому что нужно, чтобы стебель высох пару дней, ну и потом как минимум денек подождать, чтобы и сами зерна подсохли, иначе не вымолоть их. Ну, вроде бы выскочил отсюда, но это еще так, полбеды. Надо на дорогу еще выбраться. Вот получается, с дорогой, если по прямой во двор ехать, где-то высота метров 3. Ну, туда более пологий подъем, но все равно трава намокла. Пока я здесь пытался выехать, то не знаю. Сейчас попробую скорость побольше успеть разобрать. Может быть, удастся выехать. Ну, иначе придется разгружать и носить на дорогу это все. О, все же добрался. На дорогу тоже еле выехал. Буксовал. Там уже и гравийку кидала. Телега моя борт сняла. Слишком большой поворот сделал. О, добрался. Разгружать уже буду, когда дождь закончится, а то он вообще усилился. Да и подсушить надо, а то так не будет подбирать никаких способов. Еле вместил все во второй рейс. И опять были проблемы с выездом, ну на этот раз только на дорогу. Пожадничал, нужно было все же поменьше их грузить и за 3 рейса съездить забрать. Получилось бы быстрее, и не нужно было бы 4 раза загружать, а только 3. Ну, кто их знал, что их так много выросло. За листьями было и не видать. Вроде бы и садил не так много, всего лишь 2 небольшие оградочки, одна 3 метра на 5, вторая 2 на 5. По одному каливу только в лунке, да и расстояние между ними большое, по 70 сантиметров. Ну, скорее всего, из-за того, что нарушил технологию посадки, их как рекомендуют. По несколько завязей оставлять на каливе, и чтобы оно было не более 5 метров. А я как бросил семена в лунку, замульчировал и забыл про них. Так некоторые каливы вымахли больше 15 метров. Казалось бы, должно было бы получиться много завязей небольших размеров, так как на такую длину не хватило бы им питания. А получилось все с точностью да наоборот. Ну, скорее всего из-за того, что погода была теплая и засушливая, да и замульчи заметил, что под каждым завязем на каливе дополнительные корни пускались. Вот питания и хватило на всех, чтобы такими вымахать. Теперь не знаю, что с ними делать. Когда садил с расчетом, чтобы несколько было кабачков, чтобы летом оладьи пожарить, да и пару тыкв на зиму. Кролики мои-то их не едят. Ну что ж, буду приучивать понемногу, как пчел фацелию гречиху. Хотя, скорее всего, это они виновники такого урожая. Цветочки выделяли много нектара, они лазили по ним и опылили все.
На следующий год нужно будет насадить арбузов и дынь. Хоть можно будет самому есть или варенье наварить. Ну а с этих, в принципе, можно будет семечек навыбирать. Ну вот, все перетащил. Пока разложил так, в один ряд, чтобы досохли получше. А уже потом планирую сюда, в эту яму, все сложить и перед заморозками сено накрыть, чтобы подольше сохранилось. Ну только что большая вероятность, что могут мыши залезть и попортить это все. Ну, надеюсь, что сторож справится. Если, конечно, не проспит свою вахту, а то я хожу, шумлю, она даже усом не повела. Шадо! 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 Поздоровайся.